Друзья, привет всем, кто изучает русский язык по коротким рассказам на канале Русторез. Сегодня поговорим об истории. Как всегда, напоминаю вам, что кроме текста на русском языке справа на экране, вы можете включить перевод на английский и другие языки в субтитрах YouTube. Итак, поехали. В середине XVI века Россия, как и Англия, искала новые торговые пути. Все дороги в Новый Свет были заняты испанцами и португальцами, которые нашли для себя источники неиссякаемых богатств и делиться ими ни с кем не собирались. В те времена Англия еще не была готова с ними соперничать и думала об обходных путях. Английские купцы искали северо-восточный морской проход в Индию и Китай. Нужно признать, что Россия в их планах не значилась. Английские корабли были загружены образцами товаров и получили грамоты от короля Эдуарда VI. Грамоты были подготовлены так, что они при случае могли быть вручены любому правителю, до которого они бы добрались. В далекое плавание отправились 3 корабля. 2 корабля погибли в Баренцевом море, а один под названием «Бонавентура» под командованием Ричарда Ченслера оказался в устье Северной Двины. Корабль был задержан, а местный воевода доложил обо всем случившемся в Москву. По приказу Ивана Грозного Ченслера доставили в Москву. Но Россия тоже искала новые торговые пути. Дороги на запад проходили через Польшу и Литву, а они добрых чувств к русскому государству не испытывали. Прибытие англичан было очень кстати. Правда, Иван Грозный сразу ехидно заметил, что королевские грамоты составлены неведомо кому. Сомнения относительно замыслов англичан развеяли товары, привезенные ими. Это было олово, оружие, сукно. Русский царь проникся к иностранным купцам с определенным доверием. Он даже предоставил им право беспошлинной торговли. Англичанам было выделено для их нужд отдельное здание, сохранившееся до сих пор. Так называемое подворье, где проживали английские послы и купцы во время визитов в Москву. И хотя англичане видели в России лишь торгового партнера, сам Иван Грозный надеялся приобрести в лице Англии военного и политического союзника. В 1555 году московские купцы тоже получили право беспошлинной торговли с Англией. Отношения складывались с переменным успехом, а царь Иван Васильевич все пытался добиться военно-политического союза с Англией, который дополнил бы экономические отношения. В России существует популярная версия
что в это время у русского царя появилась идея жениться на английской королеве Елизавете. Факт сватовства основан на сообщении англичанина Джерома Гарсея. Джером Гарсей, представитель Московской торговой компании, оставивший подробные воспоминания о Московском царстве, в своих записках пишет, что Иван Грозный расспрашивал своего придворного лекаря Элизиуса Бомелиуса о том, сколько лет королеве Елизавете и насколько успешным могло бы быть его сватовство к ней. И хотя он имел причины сомневаться в успехе, так как королева отказывала в сватовстве многим королям и великим князьям, однако он не терял надежды, считая себя выше других государей по личным качествам – мудрости, богатству и величию. Он решился на эту попытку. Гарсей указывает и на причину, побудившую Ивана Грозного искать невесту далеко от Московского царства. Подобный брак обеспечивал царю возможность искать убежище в Англии в случае катастрофических последствий Ливонской войны или внутренних заговоров, которых царь опасался на протяжении всей своей жизни. Информацию Гарсея подтверждает Псковская летопись за 1570 год, указывая о намерении царя бежать в Англию и там жениться. К этому моменту, в 1570 году, 40-летний Иван Грозный был дважды вдовцом. Причем в обоих случаях ходили настойчивые слухи о смерти его жен от отравления. 37-летняя Елизавета I тогда успешно правила Англией уже 12 лет, успешно избегая требований парламента выбрать себе супруга и обеспечить английский трон наследником. Итак, в Октябрьском письме Елизавете 1570 года среди обычных вопросов торговли царь неоднократно упоминает некие тайные дела великого значения, которые Грозный передал королеве через ее посланника Энтони Дженкинса. Историки считают, что речь идет о предложении руки и сердца, которое было отвергнуто. Иван Грозный отреагировал на отказ по обыкновению резко. В конце ответного письма он презрительно заметил, что Елизавета жила не как настоящая королева, а как пошлая девица. Переписка прервалась на долгих 12 лет. Однако неудачное сватовство не отвратило Ивана Грозного от мысли породниться с английским королевским домом. В 1582 году царь отправляет к Елизавете своего посла Федора Писемского с заданием, во-первых, обсудить условия союзного договора с Англией, во-вторых, обговорить условия возможного брака между царем
и родственницей королевы Елизаветы I Марии Гастингс. Писемский получил подробные инструкции относительно вопросов, которые могли бы возникнуть у Елизаветы I относительно предложения Грозного. Главным из этих вопросов было то, что Иван Грозный на момент сватовства был женат на своей шестой, а по некоторым сведениям уже седьмой жене Марии. Жениха, однако, этот факт нисколько не смущал, и Писемскому было велено пообещать, что царь разведется, а дети от нового брака, хотя и не унаследуют престол, однако будут наделены обширными владениями. Эпидемия чумы в Лондоне и очевидное нежелание заключения брака с английской стороны привело к тому, что сватовство затянулось. В 1584 году Иван Грозный скончался. Следующий шанс на брак представителей правящих домов Россия и Англия получили только в XIX веке, когда, несмотря на противодействие обоих семей, обвенчались дочь российского императора Александра II Мария и второй сын королевы Виктории принц Альфред, герцог Эдинбургский. Вот такая удивительная история, друзья. Я буду очень рад вашим комментариям и отзывам. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!